можно ставить на то, что Серега возьмет 7, а в ответ потом возьмет 2 за КТ. Я $100 на Серегу ставлю. Что, Серега выиграет? $100, да. Серега проиграет, давай 100. Поехали, Лёх. Нет, ну не 100, 100. 100? А, нихуя себе. Ебать, ты мне сказать, Лёха дал. На деньги играем. Данек, $500 тебе, 500 мне. Кстати, вот у Дани стиль Лёхи Овера, блядь, на 1 на 1. Как это? Это значит не резать углы и по карте думать, где чел, это значит стоять и ждать, пока он придет. Ну, так я просто читаю Серегу. Если без шуток, это лучшее упражнение для тренировки мозга перед играми. Играть в дуэль на нике, full карту. Это очень круто. Мы уже с Серегой это практикуем лет 20, наверное. В чем основной импакт? Почему это хорошо? Очень надо много думать, бегать по карте, предсказывать. То есть это такие шахматы. Вот видишь, Данек не справляется. Переиграли. И это самый юзлесный мод, который вообще можно только придумать. Ничего общего с компетитивом не имеет. Всем привет! Вы на канале Team Spirit, и вот снова мы, после небольшого перерыва с Серегой Халли. Серег, что мы делали после группового этапа? Немного передохнули, сделали работу над ошибками, играли те карты, которые не получилось поиграть на третьей стадии, плюс добавляли новые вещи, которые нам помогут осветлить нашу игру во время туда. Что думаешь про сетку? На самом деле, когда у тебя швейцарка и букгольц, то не впервые, что сетки не сбалансированы. Она выглядит довольно рандомно. Ну, она довольно рандомная, на самом деле, но при этом нужно понимать, если ты хочешь выиграть мажор, тебе нужно обыгрывать каждого. Абсолютно точно. Поэтому нормальная рабочая сетка. Ну что, Falcons вылетели, теперь третья команда Mouse Sports. В рейтинге? Да. И они наш соперник. Что думаешь? Я думаю, что Маус структурная команда, которая, безусловно, усилила Спинкс, придя в состав. У них была неровная группа, но при этом они сыграли 2 Best of 1 и 3 Best of 3, у них было больше всего практики. Плюс ко всему, здесь, получается, формат турнира такой, что у них было 2 или 3 дополнительных дня, поэтому у них было огромное количество практики, плюс ко всему у них было время, чтобы подфиксить ошибки, подготовиться под нас. С ними всегда close матчи, интересные игры, посмотрим, как с ним close. Что думаешь про Мапул? Про Мапул предполагаю, что он будет такой же, как и последние 2 Best of 3 с ними. Мы пикнем Даст, они пикнут Нюк, третий будет Эншет. Но, учитывая, что у них один Нюк они проиграли, один был Closed, возможно, они пикнут Мираж. И в этом народу это не Еще из этого вышли из трансфера, как будто флешка осветила. Да, есть такое, то, что там солнце. Ебать. А можно мне 2? Че, вето? Шляпа. Так, Серега. Чего? Ну, Мираж, как ожидалось. Так, только что прошло вето, Мауза пикнули Мираж. Да. Не является ли для нас неожиданностью? Нет. Не Ну, мы является. как раз больше думали, то, что они Мираж. Идем сейчас к стейджу, ребята уже начали настраиваться. Серега выбрал свои бумажки волшебные, где все написано, как выиграть в Counter-Strike. Так что В 25-м году. сейчас посмотрим. На самом деле 15 тысяч в Мури-центре это прям большой стадион, даже по киберспортивным меркам. Саш, Да, Кость. как мы будем его перекрикивать? Слушай, ну пока здесь очень мало людей. Я не думаю, что они нам создадут какое-то напряжение, но и в конце концов, я на самом деле думаю, что больше за нас будут орать, чем Это правда. против нас. Это Поэтому правда. какой смысл перекрикивать, если ребята будут как бы поддерживать нашу команду? Скорее мы будем направлять их и поддерживать вот эту энергию эмоциональную. Смотрите, какой огромный кубок. А еще смотрите, какой здесь классный сетап сцены. Вот такие здесь террористы огромного размера. И с той стороны тоже. Вот. Но единственный момент, что команды сидят не в ряд. Наверное, командам на это все равно, но мне кажется, было бы классно, если бы, например, они смотрели друг на друга, да, чтобы можно было встать и начать что-то орать, и это было видно. Лень,
Нам предстоит матч плей-офф. Как спалось? Есть ли мандраж? Как супер. вообще ощущения? Ну все супер, мандраж, да, наверное, всегда есть. Просто во время игр он такой раз и пропал. Мгм. То есть как только ты заходишь на сервер, ты перестаешь как-то волноваться, да? Ну да, ты знаешь, что делать там с этого. Мгм. Ну вот. Просто тут даже, наверное, не мандраж, а ожидание, потому что 6 дней тренируешься вовсю аккуратно, а потом такой бах, и игра, когда она? Эта игра родная, а вот она уже наступает, и все. Поэтому сейчас начнется все. И Так, смотрим, что нам предстоит. Вот такая вот штука, как будто мы из бункера выходим. Продолжаем. В что-то каком... неохота продолжать. Курить как-то неохота. Ну а что по игре говорить? Да нормально все, пики, карты хорошие, все good, поэтому посмотрим. Скажу общие слова, потом обсудим, как мы будем играть, как они играют. Пистолетки всегда вы, когда наушники оденут. Значит, смотрите, как я вам говорил, в практике, когда мы сидели, все вот это внутреннее ощущение, я думаю, во многих из вас оно сидит, то, что мы приехали, и у нас хороший шанс на победу. Нужно подтверждать игрой. Ничего просто так не будет, но если мы будем доброжелательны друг к другу, если мы будем спокойны, верить друг другу и тиммейтам в то, как мы играем в КС, если мы будем в середине раунда идейные, мы не будем расстраиваться, если когда происходят какие-то обидные раунды, мы их выиграем. У нас было огромное количество матчпоинтов, где мы не закончили из своей глупости. Мы сделали определенные выводы, мы находимся в хорошей форме, как команды, так и все индивидуальные. Главное, чтобы нам это не сбило только эмоции. Для нас это обычный матч, нам нужно собраться, отыграть свой КС и дать им пизды. Нихуя там все, что ли? Ну а ты как хотел? И Анастас. Здорово. Здорово, сука. Здорово. Welcome to the Blast TV Major here in Austin, Texas. Пацаны, вы как никто знаете, насколько вы сильны. Вы как никто знаете, какую игру мы можем показать, когда мы общаемся, когда мы делаем как единое целое, когда мы работаем как команда. Давайте это делать, пацаны. Давайте заходить и показывать нашу игру. И, парни, вот здесь, вот пока вы не на сцене, оставьте все сомнения, оставьте любые какие-то мысли про результат, оставьте какие-то боязнь ошибиться и все это. И возьмите с собой на сцену спокойствие, четкость, желание бороться в каждом раунде и единство, нашу командную идею, пацаны, наш командный дух. Так, смотрите, я сейчас смотрел, как мы выходили на сцену, у меня аж мурашки бежали, смотря на вас всех. Мы должны быть семьей, мы должны быть едины. Я всех вас люблю. Давайте соберемся и всех здесь отпустим. Мы чемпионы прошлого мажора. И смотрите, они там в интервью сказали, что 2-0, под тонкой под сыром не надо готовиться. Но когда они выходят сюда, коленки трясутся, погнали, закатаем нахуй в асфальт. Вперед, драконы! Тим Спирит! To have your B lane, not great guns here. How are you going to stop this? Oh, how are you finding that kill, Dog? Answers for him. Oh, that's a scout headshot. All right. He's giving this first half back over to Mouse. But we're going to get ourselves. Okay. Spink starts to line him up. Torzy yet again away from that bomb. Donk's got a kit. And he's taking it all the way. We've also seen them come dangerously close. Oh! Wait, what? It's From the awful. shadows. How are they going to think about Zontix in this spot? Again, he's going to try to cast them off guard. And again, he over towards Khan. Tries to hunt you down. Oh, he gets it up close. Not peak. He sits on top of it. Gives him the frag. Wait, does he get- Jimmy in an act of desperation. That's not it. We go. Holding this position. Oh, he gets the damage in. The connector towards his feet to be burned. No way. The MP9. Don't you dare. Puts a smoke on top of the bomb. Now he has no vision. He's going to dive it. 1 second. Sundown to double OT. Nightmare fuel. Fine, remember, he's got that bomb. They needed scale. Spinks is gonna find one. It's an on stock. No way they steal this. Magic slides and stops the plant. Magic slides wide. Drupal. It's just a matter of clearing Jimmy first. He starts to step wide. Magix collects his second. Goes to the top rope. He kills in this round. And he gets that.
Нет, я уже забыл, если честно, все, что было. Просто круто, что мы... Мирик важный клатч, 13 хп. Я думал, он его прошьет. Я думал, типа... Да. Но он типа не прошил, все нормально. Но я рад был, что Мирик выиграл клатч этот, это очень жестко. Да. А Боря 1 в 3 тоже взял. Да. На 3-0 в овертайме. Да. Что за игра вообще? Просто невероятно. Ну, на самом деле, чуть-чуть заруинен, но на самом деле, бля, эта физика вообще не работает, нахуй. Я просто ваху. Ну, просто дают каждый раз. Так, Борислав, рассказывай. 1 в 3 клатч. Бля, повезло, я охуел. Ну, почему повезло? Ты супер грамотно сыграл. Я думал, мы раунд уже проебали, а потом челы как-то зафидели против меня. Вот и все. Ты уже готов был сейвить, да, по привычке? Не, это ласт раунд. Да я знаю, я шучу. Сейчас меня пиздец там, типа, у них плюс 1 раунд и все. Но они какого-то хуйню зафидели раунд, я не знаю. Нарслав тоже неплохой, кстати, был в матчпоинте. Вообще, да, уверенный. Бля, ты представляешь, он кидает молик, он падает, попадает чела в голову Сэмки. Это ж пиздец. Ну, как тебя контрили противно этими флешками из Пелоса, да? На выход из кона. Ну, первый раз реально неожиданно, а второй раз, ну, просто меня бросили все. Бросили. Мы убили двоих, еще остался мидер, и мы почему-то все отдали мид просто и что-то... Блять, короче, что-то хуйню какую-то сделали, и поэтому меня, типа, поэтому это сработало. Блять, ну еще Спинкс, типа, в 4 убил, там этот раунд вообще должен был... Я не помню, я честно, я просто смотрел, как круто Боря взял клатч и все. Не, вот этот раунд, когда Киртион как-то он Прарыч прошел, мне кажется, изначально, под смог, под стук. Ну, я думал, что это фейк, потом Кон убиваю второго, там пиздец. Я 5 раз как у Юрия подставился, случайно кнопку его нажал и умер просто по приколу. Просто типа, как у Юрия прыгал. Меня пикают, я подпрыгиваю с ножом. Расскажи про клатч свой. Ну я залез на тикет, я дал в голову, я понял, что у меня есть молик. Я хотел его отзонить, потому что был уверен, что второй не ушел далеко, потому что не знаю почему, но люди почему-то не принимают такие решения в таких важных раундах. Поэтому я понимал, что он на скамейке 100%. Ну там стрейф с МПшки в этой игре довольно просто, а потом Торзи просто не попал. Так, смотрите, мы сейчас зайдем в рациональную карту играть, нам не хватает четкости в оси. У нас буквально один человек нормально разговаривает. Ты, в первую очередь, тебе нужно перестать молчать и говорить свои действия и подкалывать своим кино. Я говорил все. Хорошо, ты можешь послушать то, что я тебе говорю? Просто соберитесь по войсу, представляете, как переигрывать раунд в конкретном моменте, а не с фризи-таймом. У нас моментами игра была как против Астралис, где нужно где-то договориться, мы просто не можем договориться, все молчат. В этом добавим, карта другая, нам будет гораздо проще. Короче, по правилам Valve нам нельзя подходить близко к команде. Вот видите, мы не можем заходить на эту лестницу. Но что не сделаешь ради хорошего контента, чтобы спотать ребят красиво, мы сейчас сделаем вот что. Владос, держи. Сейчас подожди. Не так, Костя. Надо зашагивать. Блять. Конечно, готов. Вот, так все прекрасно видно. Надеюсь, вы будете довольны. Well, they snuck Chopper down. Oh, but he doesn't get his kill. Shiro, what? He's just collecting icons. Okay, why not? I guess Dawn comes out from the smoke. There's an AK out here on the field. Force find for Spirit looking good. You've got Sphinx up from spawn. That is huge. Grenade damage. The utility could be the key. Got the kill. No way. We need to see how Shiro kicked this off. No! That is 3 from Shiro. Scout in the first force of map 2. Top middle off peak. What you doing? Into that. Hello. See if they can. Well-timed peek as well. Oh, the swing! Whoa. 4 health. Jimmy's on the scene. He's got no utility that would kill Donk. It's a climb up. Jimmy spotted. Oh, and the gun is dry, so the reload now queued up, and he gets executed at the final hurdle. He kind of gets away with this big time. Yeah, great damage. Gonna take a spot inside the smoke, so if Donk doesn't kill everybody like he tends to do, big if. Smoke over towards the B site. Spirit's economy bottomed out. Mouse in Austin is all about resilience. And after a crushing defeat on Mirage, they step up to that. Даст 2 прошел для нас не так удачно. Достаточно неожиданно для нас. Но что поделать? Сейчас рефокус и вперед на нюк. Карта хуёвая, где могли поделиться, не договорились, где нужно было заколить в другую сторону. 2 раза я не туда заколю, где могли дострелять так ПВ и не дострелять. Такое случается.
Неужели мы будем предавать свою мечту из-за того, что накопилась откуда-то усталость, когда мы 5 дней отдыхали? В случае, если мы выиграем сегодняшний матч, у нас завтра не будет никаких разборок и так далее. Нам нужно будет только вечером готовиться. Отдайте все силы в этот трюк. Надо собраться и дать им чтобы у нас ТС был яркий, громкий. И вы слышали Лёшу, когда он говорит в середине, как мы сделаем. Одну общую идею сделаем, будет уже заебись. Давайте забудем о том, что было. Давайте не думать о том, что будет. Просто сейчас, парни, одна карта, один момент. Давайте отдадим всех себя. Пацаны, нужна энергия, нужна команда. Парни, нужно обмениваться этой энергией, блядь. Разговаривайте, давайте эту энергию, подбадривайте друг друга. Орите, блядь. Дайте фанатам то, что они хотят. Дайте, блядь, шоу. Дайте себе самим, парни. Не ради фанатов, ради себя играйте, ради команды, ради друг друга. Давайте ебашить, давайте все свои силы приложим, чтобы победить, парни. It's a new position for Shiro, just playing inside main. For Cyclone is brought to this round. Oh, exposed. Xerxin just a sitting duck. Turns back. Now the Offer's trying to get at him. Jimpat from the top of main catches Donk off, but Donk is not alone. They haven't countered him yet. Seeing if he can interrupt this. Ooh, looks like they're coming through fast. Already out from heaven. And now the bomb planted. Sontic's down beneath. Guns empty. MP9's got it. And one person is planting. The 17th has real implications. They They're missed going the to boost. catch them in a bad boost. No way they recover this right. Roland, his first kill. Op shot missed. Magic's planting. And Sontix is not going to waste a moment. And here they couldn't achieve the setup they were looking for. Versus a rush. Missed shot from Corsi. Yeah, and a punish here from Doc. Look at him loosened up though. Trying to take the fight to Secret. Spinks so ready. Watching two positions, but here's Jimmy. Does he have to let this go? Roland, gotta watch something. From both sides, Jimmy gotta step it up. He's got Xerxin to work with. And the attack's still on out from heaven. Here on high, Xerxin able to hold it back. That is brutal. And the bomb wouldn't have gone down. But Spinks decides not to make his move. Double door swung. Shiro back exposed. Doesn't know it. Hiding in the corner. Сереж, четвертьфинал для нас неудовлетворительный результат, верно? Конечно, в первую очередь мы не оправдали свои ожидания болельщиков, людей, которые нас поддерживали, потому что все складывается следующим образом, что у нас был идеальный график под конец сезона, мы выиграли Астану, у нас было время для того, чтобы пофиксить вещи в нашей игре, чтобы освежить нашу игру. Мы много над этим работали. То есть, если смотреть про сегодняшний матч, Dust 2, брать карту, которую мы выиграем стабильно, да, там несколько было ключевых моих ошибок, которые привели к тому, что мы проиграли. 2 паузы там и одна их пауза, когда мы пошли просто на стак. Да. Там, где могли доразменяться, этого не получилось сделать. Но при этом, смотря на Нюк Мираж, учитывая, что мы до этого на Нюке брали у Маус большее количество раундов за атаку, у нас за атаку происходят сумбурные действия, хаотичные действия, мы не играем то, как мы играем на тренировках. И контроль от определенных членов команды пропадает. И нужно принимать это и нести за это ответственность. Если мы будем продолжать играть, не контролируя атаку, то такие матчи будут повторяться. И это не хорошая тенденция. По поводу логичного вопроса, по поводу того, как это исправлять, есть мысли, но это нужно делать не на эмоциях. Нужно разговаривать с ребятами, с какими-то конкретными людьми и разбираться с теми вещами, которые происходили нерегулярно, но они происходят, и это является проблемой. Появилось ощущение, наверное, не у одного меня, что ребята немножко не справились с эмоциями. Да, конечно. В перерывах между картами. Это еще один вопрос, с которым сегодня мы столкнулись, с тем, что, опять же, некоторых людей захлестывают эмоции. У кого-то их просто не хватает, а кого-то захлестывает. И происходит хаос на сервере. Мы играем в КС не такой, как мы тренировали. Опять же, время, которое мы проводили после Астаны, проводили в Америке 3 официальных матча плюс праки, показывали, что мы в очень хорошей форме. Я редко так говорю, без каких-либо сомнений, но у меня было ощущение, что это тот турнир, который мы должны выиграть. У нас все шансы на победу. Но так, в официальном матче это все растворило. Как ты в целом охарактеризуешь этот сезон для нас? Местами было что-то позитивное. Опять же, было много плей-оффов. По-моему, каждый турнир мы вышли в плей-офф. Везде.
Но так ли это хорошо, когда ты полгода назад выиграл мейджор? Нет, это не хорошо. Мы претендуем везде на титулы. Кроме, опять же, истории того, что Виталий всех волкует. Но в любом случае были матчи, допустим, в Лиссабоне, где мы их могли обыграть. И когда ты выигрываешь мейджор, ты уже почувствовал первую строчку, ты стремишься всегда выигрывать турниры. За этот сезон мы вышли во все плей-оффы и выиграли 2 турнира. Много ли это? Я думаю, что нет. Если бы мы выиграли 3 титула, допустим, мейджор, либо мы выиграли Катовицу, то это было удовлетворительно. Но это не является реальностью наших амбиций. Многие критикуют нашу команду в том ключе, что у нас есть тонг плюс 4. Те люди, которые критикуют, они не знают внутрянки. В первую очередь им нужно чуть глубже смотреть на Counter-Strike, потому что можно сказать про бывших G2, это Ника плюс Моноси. Можно сказать сейчас про Falcons, можно сказать про Vitality до Равса и много таких примеров. Глупо оспаривать тот факт, что Даня лучший игрок в мире. С точки зрения Арифлы, то, что он делает, люди не могут делать даже с АВП. Да, хотя там остальные люди берут и калаш плюс АВП, но Даня делает разницу. Не пользоваться этим, конечно же, глупо. Да, когда у тебя лучший игрок в мире, всегда будут такие разговоры. Поэтому они нисколько нас не беспокоят. Спасибо, ребят, за поддержку. Мы уходим на перерыв. Сейчас время для размышлений. И увидимся в следующем сезоне. Спасибо большое, что были с нами в 2 этих влогах. Всем пока.